Мы сейчас специально остановились около знака, чтобы вам показать, как же выглядит знак компании, через который мы приехали сюда, именно в Шабдан. То есть мы случайно нашли в Инстаграме, то есть увидели рекламу данной компании Kyrgyz Friends, официальное название Silk Road, и решили разузнать про эту компанию, чем она занимается, то есть как и что, чтобы поехать и знать, через кого ты едешь. Компания занимается развитием туризма в Кыргызстане при поддержке Койка. Собственно, вот логотип, который мы вам показывали, с верблюдом, это все дома, которые здесь принимают туристов, как корейских, так и русских. Из других стран мира. Причем, что нас удивило, во всех этих домах был проведен водопровод, сделаны санузлы, душ, для того, чтобы туристам было комфортнее здесь отдыхать, наслаждаться природой, собственно, все комфортные условия. Да? Все? Да. И, кстати, замечу, сейчас вот здесь вот информация. Я даже не знал, что село Шабдан названо в честь кыргызского героя, который первый установил отношения с Российской империей. Раньше село называлось Новороссийка. Здесь жили русские, по большей степени. Здесь жили русские. Вот сейчас осталось около 15 семей. И вот в честь этого героя, который установил отношения с Российской империей, село и названо. Очень красивое, живописное место, очень большой такой туристический кластер красивый. И очень много людей, оказывается, здесь живут. Официально сколько тысяч? 2000, по-моему. По-моему, 2000 жителей, нам местный житель сказал. Можем ошибаться, но достаточно много людей. 2096. 2096 жителей. Очень классно. Село находится на высоте 1521 метр. Вот здесь указано. Где это написано? Вон, 1521 метр. Так что вот такая красота. I'm not sure if your wounds have been healing. Do you still want to see me? Нас привезли к месту, где мы будем жить. Да. Мы там первый раз. Очень интересно, как же нас встретят. Пошли. Мы идем сейчас с нашими рюкзаками. Вот, Да. обратите внимание на знак Kyrgyz Friends. Это как раз наш дом здесь вот расположен, обозначенный таким знаком. Так что заходим сейчас внутрь. Так, Уже аккуратненько. открыто. Немножко скользко. Ну, сейчас зима. Ой, дорога была вообще великолепная. Ехали через горные ущелья. Так красиво, такие виды. По серпантину вообще просто замечательно. Красота. О, посмотрите, какой вид! Обалдеть, да? Это же горы. Как же классно все видно. Представляете, как это видно летом? Мы обязательно приедем летом, чтобы посмотреть всю эту красоту. Ну что, заходим в дом? Заходим в дом. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Валера, Алиса. Алиса. Ахтыгуль. Очень приятно. Ой, как устали с тепло дороги у вас немножко. здесь. Ой, хорошо как. Сейчас мы идем в комнату, где нас заселили, Где мы ночуем? Вот такая светлая комната, Теплая. очень теплая, большая кровать, выдали полотенчики, и вот так у нас все хранится. Ну, собственно, как у всех, когда кто-то где-то живет временно. Но очень тепло, уютно. Очень тепло и уютно, да. Вот такая комната. И сейчас хотим с вами поделиться, кого мы сегодня увидели и что сегодня вообще происходило с самого раннего утра, да, Алис? Да, все правильно. Значит, сейчас мы подходим к такому прекрасному охраннику-сторожу. Он старенький, ему 12 лет, но очень добрая собака. Раньше был, конечно, боевой злой пес, а сейчас такая добрая собака на сене. Вот, нас сегодня вот внук хозяйки сейчас ухаживает за лошадьми, за коровами. Мы сегодня помогли. Я принес воду для лошадей. Вот вода, пожалуйста. Вот лошади. Одна сегодня
убежала. Мы закрыли ворота. Точнее, не убежала, а просто ходила гуляла. Так, что происходит? Да, мы все немножко помогли. Значит, принесли воду. Напоили лошадей, дали сено баранам. Вот, пойдемте покажу вам наших баранов. Ну, не наших, конечно же. Хозяйских баранов. Вот они, красавцы. Скажите здравствуйте. И подписывайтесь на канал, да? И ставьте лайки. И ставьте лайки. Сегодня произошло прекрасное событие. После завтрака мы пришли как раз к этим баранам и увидели, что родился маленький ягненок. Прям малюсенький, хотя, если честно, я думаю, что они гораздо меньше бывают после рождения. Он ищет сейчас маму, ищет молоко, но пока что бараны, они первородки и не понимают, что с ним делать. Идет? Да. Поэтому они его немножко бодают, чуть-чуть так слегка, показав, кто главный все-таки в стаде, в стойле. Ну, иди отсюда, не приставай, да? Да, иди отсюда, не приставай. Где он? Сейчас мы покажем. Ой, куда они пошли-то? Ой, воду нашла одна овца. Понимают, да, куда бежать? Ну да. Кстати, я сейчас почитала касаемо овец, касаемо их интеллекта. Принято считать, что они очень глупые животные. На самом деле нет. Они способны узнавать до 50 лиц, видов. По картинке очень дружат и любят улыбку. Так вот такая история. Проводишь? Я не провожу мастер-класс. Ну вот он, остался у нас один товарищ. Он пока не знает, куда ему идти, наверное. Так что обязательно приезжайте в Шабдан. Компания Silk Road. Все вам поможет с размещением. Замечательные эмоции. Голодными не останетесь. Голодными точно не останетесь. Так что... Надышитесь чистым воздухом горным и погуляйте. Уже бекает-мекает, уже разговаривает вовсю. Итак, вчера мы дорисовали остановку. Слушайте, мы сегодня сейчас пришли с утра. Вчера была такая плохая погода, шел снег мокрый, мы все промокли. А сегодня прям, смотрите, как изыграли цвета вообще. Просто вот они настолько стали яркими еще. Насыщенные, прям очень красиво. Мы вчера это рисовали. Вернее, приезжали корейские волонтеры, которые нам помогали это делать, и мы все вместе создавали эту красоту, чтобы как-то облагородить данное место, чтобы показать людям, что и здесь тоже может быть красота. Мало того, что она вокруг, так еще и рядом с людьми. До этого была просто белая остановка, совершенно скучная, обычная, и глаз ни за что не цеплялся. А сейчас люди, ожидая маршрутку, либо такси, могут посмотреть не только на настоящую природу, но и увидеть роспись. Собственно, здесь запечатлены горы Кыргызстана, такие привычные для кыргызов мотивы, и лошадки пасутся, много зелени. Волонтеры из Кореи нам очень помогли. Их было 22 человека. Мы каждому выдали краски, кисти, и они активно влились в процесс. То есть даже 10-летние девочки. И настолько им было интересно и нравилось все это делать, что их было просто не оторвать. Посмотрите на общий вид. Рисунок воссоздан по фотографиям реальным. То есть это не придумка какая-то, не воображение. Все как есть на самом деле. Да, это реальные места в Кыргызстане. I've never been to Paris in the spring. I've never seen raindrops on your skin. But if there's a place where love could swim. Еще был интересный момент, когда мы расписывали стену. Мужчина из соседнего магазина к нам подошел. Валера искал воду питьевую. У нас ее не было, мы забыли. И он спросил: вам нужна вода питьевая? Мы говорим: да. А хотите ли вы кофе? Я говорю: хотим. А хотите ли вы пирожки? Хотим. И он пошел на четверых, на всех взял пирожки,
принес, и кофе. То есть, и мы, конечно, вообще поразились. Это очень здорово, это очень приятно. И я ему сказала, что вот оно, гостеприимство Кыргызстана. Он заулыбался. Вот такая история приятная. Итак, друзья, мы сейчас зашли в местную администрацию. Значит, здесь собираются сейчас волонтеры, здесь проходят эко-классы. Вот здесь вот различные эко-проекты проходят. Пожалуйста, график расписаний. Сейчас они изготавливают мыло, корейские традиционные игры, конкурс рисунков об экологии, рисование на стенах. Попробуйте выразить через картины то, что нужно защищать окружающую среду. Экологическая ярмарка. Вот так вот. То есть все не просто так у нас происходит. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Сегодня я посмотрела на ваши картинки, вы все хорошо рисуете, и через них я увидела, насколько красивая природа Кыргызстана и насколько важно будет ее защитить в будущем.